Россия и США обменялись заключенными. Илона Маска требуют уволить. Рамзан Кадыров сменил сыну имя. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы начинаем. Россия и Соединенные Штаты обменялись заключенными. Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на заявление директора ЦРУ, что из российской колонии выпустили гражданку США и России Ксению Карелину. Она живет в Лос-Анджелесе, а в 2023 году прилетела к родственникам в Екатеринбург. Там ее задержали, а позже осудили на 12 лет колонии по статье о госизмене за пожертвование $100 украинскому благотворительному фонду. Россиянина Артура Петрова, которого освободили в Штатах, подозревают в незаконной торговле электронными комплектующими для российского военно-промышленного комплекса. Иными словами, его арестовали за обход антироссийских санкций. Это был уже второй обмен заключенными с начала нового президентского срока Дональда Трампа. Ранее, в феврале этого года, Вашингтон передал Москве Александра Винника, которого судили за отмывание денег, а домой в Штаты тогда вернулся школьный учитель Марк Фогель. Илона Маска требуют уволить в кратчайшие сроки. Издание Axios пишет, что группа из 77 демократов-членов Палаты представителей США обратились с соответствующим письмом к президенту. Они требуют от Дональда Трампа, чтобы администрация Белого дома официально объявила об увольнении главы так называемого Департамента государственной эффективности. Также Маску предлагают запретить занимать государственные должности, пока он не оставит две свои компании — Tesla и SpaceX. А тем временем агентство Bloomberg подсчитало, что на фоне приостановки указа о торговых пошлинах состояние Илона Маска увеличилось на $36 миллиардов. У Z-блогеров возникли вопросы к утренней работе системы ПВО в Подмосковье. Напомню, в Наро-Фоминске жители сообщали о взрывах и стрельбе. Реально, я тебе говорю, подожди, он прям над этим, да? Он прям... Это вертолет, это вертолет! Власти позже заявили, что в городе уничтожен беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет. Впрочем, не только очевидцы решили, что ПВО бьет по вертолету. Некоторые телеграм-каналы стали писать, что это дрон вертолетного типа, а провоенные блогеры задались вопросами. Цитата: «Аппарат на кадрах благодаря контурным огням напоминает вертолет, что вызывает вопросы». Это написал канал «Военный осведомитель». А Z-блогер Алекс Паркер Returns напрямую назвал произошедшее стрельбой по вертолету и ошибкой ПВО. Другие блогеры писали, что даже если бы это и был дрон вертолетного типа, он вряд ли бы долетел с территории Украины. А вот по территории Украины российские военные традиционно били дронами и ракетами. В Николаеве уже 10 пострадавших после атаки беспилотников. Там повреждены 9 многоквартирных домов и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Утром было известно о 2 пострадавших. Также тревогу несколько раз за ночь и утро объявляли в Киеве. Повреждены частные жилые дома и несколько автомобилей. Произошли пожары. 2 человека пострадали. В Никополе после удара дрона попали в больницу 12 человек. Сын Рамзана Кадырова путешествует под другим именем. Издание агентства пишет со ссылкой на данные погранслужбы, что 17-летний Адам Кадыров по паспорту никакой не Адам, а Мохмад. Кроме того, у сына главы Чечни нашелся еще один паспорт, в котором ему изменили и фамилию тоже. Там он записан как Мохмад Рамзанович Мусаев. Агентство отмечает, что на такую же фамилию есть паспорт и у другого сына Кадырова, Эли. За национализацией крупных предприятий с начала войны стоят друзья детства Путина, братья Ротенберги. Об этом пишет издание Financial Times. Источник издания, близкий к правительству России, рассказал, что Борис и Аркадий Ротенберги — авторы всей концепции национализации, которая применяется сейчас. Я процитирую. «У них есть юридические консультанты, экономические консультанты, специалисты по сбору данных, которые специально пытаются найти эти дела, а затем приводят аргументы для Генеральной прокуратуры». Конец цитаты. Так, связанная с Ротенбергами компания Росхим недавно получила контроль минимум над 3 российскими компаниями после того, как их национализировали. Издание отмечает, что Путина волнует только война и геополитика, поэтому в экономике его друзья могут делать, что хотят. По подсчетам новой газеты «Европа», с началом войны под контроль государства перешли 411 компаний с активами более чем в 2,5 триллиона рублей.
В Москве мошенники похитили ребенка. Пресс-служба столичной прокуратуры сообщает, что злоумышленники позвонили 11-летнему мальчику, представились сотрудниками Роскомнадзора и заявили, что его родители преступники. Сначала его заставили искать дома деньги, но когда ребенок ничего не нашел, ему приказали сесть в такси и поехать якобы к их сотруднице. И оказалась пожилая женщина, которая уже действовала под руководством тех же мошенников. К счастью, дело не пошло дальше, потому что в квартиру попали силовики. Ребенок уже вернулся домой, его родители рассказали, что им звонили неизвестные с требованием выкупа в 3 миллиона рублей. ЧП в Челябинской школе. В здание ворвался неадекватный мужчина. Изначально сообщалось, что у него с собой был нож, но это оказалось не так. Мужчина перепрыгнул через турникет на входе школы номер 145, закричал, что пришел учиться, и направился к детям. Его скрутили учителя и передали полиции. На Камчатке предупредили о сильном извержении вулкана Безымянный. Сейчас он выбрасывает газ и горячий пар. Спутники показывают яркую тепловую аномалию над вулканом. Вулканологи говорят о растущей активности. По их прогнозам, в любое время Безымянный может выбросить пепел на высоту до 15 километров над уровнем моря. В населенных пунктах 3 округов в этом случае ожидается выпадение пепла. Это были новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии, так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров. До встречи.